мясные пальчики. Свинину нарезаем небольшими ломтиками, толщиной примерно 1,5 сантиметра. Солим одну и другую сторону и перчим. Мясо кладем в обычный полиэтиленовый пакет и отбиваем с двух сторон. Для фарша я перекрутила через мясорубку телятину и куриное филе, посолила и поперчила. Плавленый сыр нарезаем брусочками. На каждый ломтик свинины кладем фарш, распределяем. Затем плавленый сыр и сворачиваем рулетом. Так делаем все остальные. Рулеты обвязываем кулинарной ниткой. Кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и обжариваем до румяной корочки. Затем перекладываем на тарелку и даем немного остыть. Снимаем нитки. Рулеты заворачиваем плотно в фольгу. Края скручиваем, как конфеты. Выкладываем на противень и ставим запекать в разогретую духовку при температуре 180 градусов 30-35 минут. Мясные рулеты получаются очень нежные, сочные и изумительно вкусные. Вместо плавленного сыра можно использовать твердый сыр. Замечательно подойдут для любого праздничного стола. А готовятся они очень просто. Попробуйте приготовить. Приятного аппетита! Готовим очень вкусную и сочную буженину в рукаве. Берем свежее мясо, замороженное лучше не использовать, шейную часть. Моем и хорошо обсушиваем. Нам понадобится 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка смеси перцев, пол чайной ложки паприки. К специям добавляем чеснок, пропущенный через пресс, и хорошо перемешиваем. Мясо натираем специями с чесноком со всех сторон, равномерно распределяя по всей поверхности. Теперь обмазываем горчицей. Накрываем мясо пленкой и ставим в холодильник на 12-15 часов мариноваться. Достаем мясо из холодильника и кладем его в рукав для запекания. Завязываем концы. Иглой делаем несколько проколов.
Кладем в форму для запекания, ставим в разогретую духовку и запекаем из расчета на каждые 500 грамм мяса 20 минут и еще 20 минут на целый кусок мяса. У меня вес мяса 1 килограмм 200 грамм. Я буду запекать 1 час 15 минут. За 10 минут до окончания запекания вынимаем из духовки. Аккуратно, чтобы не обжечься, разрезаем рукав. Проверяем на готовность. Если при прокалывании выделяется слегка розовый или прозрачный сок, мясо готово. Поливаем выделившимся соком и ставим еще в духовку, чтобы мясо слегка зарумянилось. Затем даем остыть при комнатной температуре и ставим в холодильник часа на 3. Буженина, запеченная в рукаве, получается очень сочная и вкусная. Для праздничного стола идеальный вариант. Готовится просто, справится любой. Попробуйте приготовить. Готовим очень вкусный, нежный и сочный куриный рулет. В миску разбиваем 3 яйца, солим и слегка взбиваем венчиком. Вливаем 4 столовые ложки молока. Мелко нарезаем небольшой пучок зеленого лука и 1 средний помидор. К яичной массе добавляем помидор и половину нарезанного зеленого лука. И все хорошо перемешиваем. Выливаем на сковороду, разогретую с подсолнечным маслом. У меня диаметр сковороды 22 сантиметра. Жарим на среднем огне до готовности. В 500 грамм куриного фарша добавляем 1 яйцо, оставшийся зеленый лук, солим по вкусу, перчим, у меня смесь перцев, можно добавить приправу для курицы. И хорошо перемешиваем. Фарш выкладываем на пленку. Я использую рукав для запекания. На нем очень удобно распределять фарш. И формируем прямоугольник толщиной 1 сантиметр. У меня получилось 35 на 25 сантиметров. Сверху на фарш выкладываем омлет. И при помощи пленки сворачиваем в рулет. Раньше я готовила фарш для рулета из куриного филе. Сегодня решила приготовить из куриных бедер, и мне очень понравилось. Рулет получается очень сочный. Рулет перекладываем на бумагу для выпечки и сворачиваем. Кладем на противень и ставим запекать в разогретую духовку при температуре 190 градусов 30 минут. Затем достаем из духовки, аккуратно открываем и ставим еще в духовку минут на 10, чтобы зарумянился верх. Рулет я достала из духовки и сейчас покажу, как он выглядит в разрезе. Рулет получается очень нежный и вкусный. Интересно смотрится в разрезе. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде.
Замечательно подойдет для любого праздничного стола. Попробуйте приготовить. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями рецептом в соцсетях, пишите комментарии, смотрите другие наши видео.